Привет, друзья! С вами Алекс из Иордании, и сегодня мы походим по руинам восточных Помпей. Именно так называют старый город Джераш. Но прежде мы заскочим в небольшое кафе, дабы подкрепиться и набраться сил. Замок изучать придется много, да еще на жаре. Привет, друзья! Мы заскочили в придорожный ресторанчик с товарищем, чтобы перекусить, накатить пивка, так как устали лазить по горам. Вот. Ресторанчик довольно-таки неплохой, по типу шведского стола, всякие вкусняшки местного производства. Будем пробовать. Вы нам сильно не завидуете. Ну ладно, давай, будем пробовать. Однако местное локальное пиво довольно-таки неплохое. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Дальше будет только интереснее. Ставьте лайки, пишите комментарии, свои пожелания и критику. Мне важно знать ваше мнение для улучшения канала. Первым, что видит любой турист, приехавший в Джераш, это арка Адриана. Она была построена по случаю визита императора Адриана в Джераш в 129 году нашей эры. Арка выглядела роскошно и являлась южными воротами для въезда в город. Сразу за аркой Адриана располагается ипподром. Эта достаточно крупная арена имела 245 метров в длину, 52 метра в ширину и могла разместить 15 тысяч зрителей. Здесь проводились заезды на колесницах и другие состязания. Точная дата постройки ипподрома в Джераше не установлена, но предполагаемо это было между 2 и 3 веками нашей эры. Глядя на то, как выглядит развалины древнего города Джераш, никогда не подумаешь, что еще 200 лет назад он целиком был скрыт под пустынными песками. Помните кадр из первой части «Мумии», когда охотники за сокровищами и археологами искали затерянный город Хамон-Апудру, и вдруг в какой-то момент пески разверзлись, отрывая перед пораженными людьми величественные храмы и развалины, полные истории и загадок? Наверное, примерно то же самое видели участники экспедиции Ульриха Зейцена в 806 году, когда обнаружили в песках Иордании огромный затерянный римский город, который в наше время часто сравнивают с Помпеей. В далеком 749 году разрушительное землетрясение очень сильно разрушило процветающий город и похоронило его в песках более чем на 1000 лет. Сегодня Джераш – одна из самых популярных достопримечательностей Иордании и уступает по посещаемости разве что знаменитой Петре. С юга на север от овального форума шла прямая, как стрела, центральная улица Карда Максимум. Она была вымощена белокаменными блоками, сохранившимися до сих пор. Вместе с камнем сохранились и следы древних колесниц, которые проезжали по городу в те древние времена. Улица Колоннад была главной артерией Джераша, протянувшейся на 800 метров. Она играла важную роль в жизни древнеримского города. Подземная канализация Джераша была проложена по всей длине Карда Максимум, куда сливались сточные дождевые воды. Кстати, в те годы канализация была уникальной технологией, которая делала Джераш очень современным городом. Карда Максимум с обеих сторон также уставлена чистоколом самых разнообразных колонн. От нее под прямыми углами отходят другие улицы, и на ней же находятся самые главные постройки Джераша. Строгими классическими фасадами сюда обращены нимфеум, храм нимф и общественный фонтан, храм Артемиды, считавшийся покровительницей города, а вернее его пропилеи, западные термы. Кроме того, на пересечении центральных и второстепенных улиц находились декоративные украшения южные и северные гидропилоны, элегантные четырехсторонние арки. Джераш считается одним из самых больших и наиболее сохранившихся на сегодняшний день городов греко-римской архитектуры. Названный греками Антиох на Золотой реке, в эпоху римлян город принял название Гераса.
До сегодняшнего дня, на удивление, хорошо сохранились клонированные улицы, купальни, театры, башни, храмы, площади и фонтаны, арка Адригена, ипподром, храм Зевса, храм Артемиды. Среди сохранившихся городских стен археологи обнаружили доказательства того, что в этом месте жили люди еще 2500 лет тому назад. История Джераша – это смешание греко-римского стиля с древними традициями Арабского Востока. Пиком развития города можно назвать 3 век нашей эры, когда он был возведен в ранг римской колонии. Во время этого золотого века население Джераша составляло 20 000 человек. Тогда город был довольно крупным административным, культурным и торговым центром. Ну а потом была серия сильных землетрясений, похоронивших Джераш. Несмотря на то, что немецкий ученый обнаружил город в 1806 году, полноценные археологические раскопки Джераш начались только в 1925 году и продолжаются до настоящего времени. Если сравнить план римского города с реальным рельефом, можно обнаружить, что раскопана и расчищена только половина города. На другой же стороне, бежавшие в 1878 году с Кавказа черкесы успели построить новый, вполне современный поселок. Можно четко проследить перепады высот грунта, уходящие в сторону улицы и стены. Ну и, конечно, впечатляет соседство древних развалин и современных домов, в которых живут обычные жители. Тысячелетнее погребение под песками в какой-то мере оказалось полезным для древнего города. Ведь все, сохранившееся после землетрясения, постройки оказались буквально законсервированными. Во многом благодаря именно пескам очень хорошо сохранились храмы, амфитеатры и целые кварталы. Согласно легенде, Джераш основали солдаты Александра Македонского, которые из-за ранений не смогли продолжать Великий поход и остались здесь сторожить трофеи. Однако историческая правда сурова. Археологические раскопки доказывают, люди жили здесь еще с незапамятных времен, а городом Джераш стал, скорее всего, примерно во II веке до нашей эры, во время правителя Антиоха IV династии Селевкидов. В Библии эта местность упоминается как земли Галаада, где растут оливки, виноград и пшеница. Если вы соберетесь посетить древний город Джераш, стоит быть готовым к тому, что здесь очень жарко. Намного жарче, чем в Аммане, который находится всего в 40 километрах. Даже в пустыне Вадирам я не испытывал такой жары, как здесь. Итак, друзья, спасибо за просмотр. Не забываем подписываться, жать на колокольчик и ставить палец вверх.